Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы будем проводить подкормку наших томатов кальциевой селитрой, обеспечивать растения кальцием и азотом. Подкормка очень важная, от нее многое зависит в дальнейшем, но давайте все-таки начнем с осмотра растений. Вот рассаду эту мы высадили 4 дня назад. Сейчас растения выглядят, честно говоря, так себе. Почему? Потому что теплица практически неотапливаемая. Высаживали хотя и в пакетах, но все же почва достаточно прохладная. Конец апреля, еще холодно, еще дожди, еще сырость. Вот смотрите, на дорожке сырость вышла. Естественно, даже пакеты, несмотря на то, что мы возвысили как бы корневую систему над вот этой сырой средой обитания, все равно эта сырость подтягивается в пакет и корню не совсем комфортно. Поэтому я заметил на листьях наших растений вот такие фиолетовые прожилки. Это первые признаки легкая нехватка фосфора. Если будет острая нехватка фосфора, то вообще фиолетовый лист станет. Я думаю, многие из вас с этим встречались, друзья. Ну вот, если прожилки увидели, это уже первичные признаки нехватки фосфора. И хотел я провести сегодня подкормку фосфорным удобрением. Его даже уже приготовил. Калофермин фосфора – это жидкий фосфор, который в легкой форме хорошо усваивается корневой системой растений в не совсем благоприятных условиях развития. В том числе вот этот жидкий фосфор можно использовать, когда вообще корень практически не работает в холодной почве, в замокшей почве и нет возможности даже поливать, то вот этот калофермин можно использовать в качестве листовой подкормки по листу. В следующий раз мы будем фосфором подкармливать вот этим. Если у вас нет такого, я оставлю ссылку внизу в описании под этим видео. И можем провести синхронно такую подкормку вот этим удобрением. Просто заранее говорю. Я, осматривая растения, также обратил внимание на то, что слегка желтые нижние листья. Можете обратить внимание, много вопросов было в комментариях. Желтеют листья и даже некоторые осыпаются. В чем причина? Причина очень простая. Желтый, точнее нижний лист, это старый лист, который уже по сути растение как бы считает отработал свое, и растение сейчас работает на наращивание молодых новых листьев. Соответственно, азот при его недостатке в почве, если не хватает в почве азота, где брать растению азот, чтобы наращивать листостеблевую массу сверху? Оно его начинает забирать вот отсюда, из нижних листьев. И, естественно, с оттоком азота с этих нижних листьев, с перетеканием его наверх, эти листья желтеют. Они желтеют, и когда будет критическая нехватка в этих листьях азота, они отвалятся до такой степени. То есть растение само себя как бы пожирает. Оно хочет продолжать развитие и жертвует нижним листом. Друзья, что нужно делать? Этот лист, он очень нужен еще. Он еще очень нужен, и это очень крайняя вынужденная мера, наш недогляд, что растение вынуждено перекачивает азот оттуда забирать. Нам срочно нужно провести азотную подкормку. Чем лучше всего подкармливать? Обычно через 10-15 дней после высадки растений в грунт, томатов, мы проводим подкормку кальциевой селитрой. Сейчас я не буду ждать эти 15 дней, я буду проводить такую подкормку сегодня. Что нам даст кальциевая селитра? Она поможет нам как раз таки восполнить недостаток азота в растении и плюс напитать растения кальцием. Кальций – это элемент, он очень важный. Вот особенность кальция в том, друзья, что ни в каком практически другом удобрении комплексном кальций отдельно вы не встретите. Друзья, вот сейчас нужно начинать уже вот кальций не сбрасывать со счетов. Если вот примерно вот так выглядят растения, тогда подкормка кальциевой селитрой – это именно то, что сейчас растениям нужно. Ну вот приблизительно вот столько на столовой ложке. Смотрите, это по сути горки как бы тут и нету горки. Вот так вот мы набрали. Практически без горки. И давайте посмотрим, насколько я ошибся или не ошибся, сколько грамм. 17,3. Чуть-чуть не добрал. Имея весы, конечно, можно исправить ситуацию. 28. Нормально. Вот. И все это растворяем на 10 литров воды. Друзья, пол-литра на вот такое растение. На такое молодое растение пол-литра
раствора рабочего. 20 грамм на 10 литров воды удобрения. Еще раз повторю. Вот такая очень простая, но реально эффективно работающая подкормка, которая не только поможет нам сейчас на этом этапе усилению развития растений, но и потом, когда начнется плодоношение, мы уже обезопасили растения, ну, с большой долей вероятности от возникновения именно вершинной гнили на томатах. Будем наблюдать за растениями, как они отреагируют на вот эту проведенную подкормку. Если реакция будет слабоватая, возможно, мы еще раз повторим. На этом видео закончу. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Желаю вам хорошей рассады, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Всем пока!